Мой переход в Лигу РСС произошел довольно спонтанно. У меня не было действующего контракта с ПФЛ уже. Там каждый год заново переподписываем. Мы на Гран-при сейчас же формат Гран-при убрали и просто будем теперь, как и во всех промоушенах, подписываться на определенное количество боев. Но поскольку это должно произойти и уже есть договоренности, произойдет весной, то я решил не ждать, подвернулась возможность, вышли представители РСС, сказали, что вот интересен им бой мой с Иваном. Но единственное, что обязательно в 93. При подготовке к Ивану Штыркову никаких сложностей у меня в принципе не было. Именно спарринг-партнера такого, как он, у меня не было. Я работал с Витей Немковым, с Вадиком Немковым, с Олегом Поповым. Конечно, они стилистически совершенно другие бойцы. Но там просил, чтобы закидывали эти Ивана-закидухи, такие амплитудные. А так в целом работал как работал. Единственное, что у меня травма ноги была, колено, мениск. Больше всего это мне создавало проблем в подготовке, потому что периодически нога заклинивала и не давала нормально работать. Приходилось там походить, поприседать, чтобы чуть отпускало. А так в целом никаких... именно то, как по сути надо готовиться, к соперникам, полностью пытаться подобрать антропометрию подходящую, чтобы техника примерно совпадала. Этого не было. Если честно, сколько боев у меня было, по-моему, у нас ни разу не было такого, чтобы мы подобрали нужного спарринг-партнера, который мог бы полностью копировать манеру боя. Выступления в РСС, в принципе, ничем не отличались от моих боев за рубежом. Единственное, что было, конечно, намного лучше, что русскоговорящая аудитория. Отличная организация в РСС, могу сказать. Все на высоком уровне. И отель, и привезут, и заберут на все мероприятия. И что мне очень сильно понравилось, что, как в случае с Америкой, не нужно вылетать на место проведения поединка за 10 дней, 2 недели. А за 2 дня мы прилетели. Я прекрасно подогнал вес, взвесились, выступили, улетели. Самым тяжелым у меня в этом бою была сгонка веса. В самом бою я не скажу, что я испытал каких-то прям трудностей, сложностей. Все шло нормально. Единственное, что из-за того, что весы на взвешивание не настроили, сразу я перегнал вес. И вот этот момент немного сказывался, потому что на восстановлении я себя сильно утомил. Поэтому в бою я так бой пересматривал, в целом я нормально двигался, все, но по ощущениям я во втором раунде подустал. Именно не в плане подустал дыхалки, либо отек, такого не было, а именно энергия закончилась, видимо, гликоген в нужном количестве не накопился у меня. Я работал спокойно. Те комбинации, которые мы с Виталием Шабуниным нарабатывали, в принципе, многое проходило. И я и собирался подключать борьбу. Поэтому никаких неожиданных решений я не принимал. Работал по плану. Переломным моментом, наверное, было то, когда я уже смог законтролировать его достаточно крепко, и ему стало уже очень тяжело вставать. Потому как первый раунд он неплохо вставал, я не успевал его законтролировать. А потом, видимо, я его чуть подизмотал. И попало ему тоже несколько раз хорошо. И когда уже моя борьба начала его перемалывать, перерабатывать. Это бои. Ничего там до конца непонятно в любой момент. Может человек ударить, либо поймать на что-то. То, что я уже уверенно перерабатываю, стало ясно. Главное отличие было то, что мы дрались в полутяжелом весе. Это было для меня впервые за 10 лет. В чем, наверное. А так в целом по Ивану он, конечно, много тренируется именно в ударных дисциплинах, потому как выступает и по боксу, и по кикбоксингу. Поэтому в этом плане он, безусловно, был опасен. Но сказать, что у меня до этого были менее опасные соперники, нет. Я думаю, самое
такое, что отличало этот бой от всех предыдущих, то, что пришлось драться в полутяжах и потом пытаться максимально восстановиться. Свое выступление оцениваю как среднее. По той причине, что, во-первых, контроль должен быть лучше в борьбе. И момент того, что у меня, в принципе, все хорошо получалось в стойке, но я сам с первым ударом слишком близко с ним сближался, залазил прямо на него уже. Нужно было держать большую дистанцию, работать, поскольку все-таки у меня конечности чуть подлиннее, я мог, что впервые за много-много лет надо было чуть больше держать дистанцию. Просто не влетать в него с первым ударом и дальше сыпать серию на удобной для него дистанции, а держаться чуть подальше и расстреливать его с большей дистанции. Но опять-таки это вызвано во многом тем, что до этого у меня соперники обычно выше меня ростом, и там я наоборот старался с первым ударом сблизиться. Здесь этого делать было не нужно, но, так сказать, 10 лет, когда дерешься с людьми выше себя, уже немного привыкаешь, что тебе с первым же ударом нужно залететь максимально быстро, к нему подлететь, сблизиться. А Иван был пониже чуть, и я этот момент неправильно делал. Не нужно было так сильно с ним сокращать дистанцию при ударе. После этого боя я сделал выводы, что я остаюсь в полутяжелом весе. Буду дальше выступать в этой весовой. В принципе, сборка прошла достаточно комфортно, без какого-либо сверхстресса. Последние пару дней, конечно, неприятненько, но, опять-таки, если не перегонять вес, а подходить как раз ровно 93 500, 93, то все будет замечательно. Я, в принципе, понял, что если бы было нужно, я бы 90 мог сделать и в принципе, восстановиться более-менее нормально. Поэтому раз довольно спокойно я могу спуститься до 93 килограмм без таких каких-то ощущений сверхнеприятных, то, в принципе, я, наверное, останусь в этой весовой. Попробую до конца карьеры здесь навыигрывать по максимуму. Выступление в лиге РСС я, в принципе, в будущем рассматриваю, но пока у меня по плану ПФЛ с весны. Весной уже начать выступать там, но если будут у меня там какие-нибудь перерывы, зазоры в выступлениях, то я с удовольствием приму предложение от РСС и выступлю у них еще раз. Мне там все очень понравилось. А именно что по России, в других лигах нет у меня желания выступать, поэтому если в России драться, то я бы предпочел, конечно, РСС. Планы на будущее у меня выиграть пояс ПФЛ в полутяжелом весе, а дальше будем видеть. Пока нужно делать все пошагово. Выиграть несколько боев, выиграть титул, а дальше уже отталкиваться от обстоятельств и двигаться дальше. Главное, чтобы это были хорошие бои, достойные соперники, хорошие гонорары, и это было продвижением к титулу. Тренируйтесь с умом, не делайте лишнюю работу. Вся работа, проделанная в зале, не должна быть бессмысленной. Когда ты много пашешь, это не обязательно приближает тебя к достижению результата, если это бездумная работа. Нужно работать с умом. У всех нас и в жизни, и в спорте бывают различные неудачи, поражения, но это никогда не причина остановиться, прекратить то, что ты делаешь, сдаться, а двигаться вперед. Безусловно, в спорте это проявляется сильнее, более ярко выражено, поскольку у каждого бойца, особенно если этот боец достаточно именитый, при любой его неудаче появляется огромное количество экспертов, которые знают, как лучше тренироваться, либо что ему нужно завершать, либо еще что-либо, что все, он уже не тот, либо он не делал то-то. При этом
эти люди зачастую не прошли и 1% того, что проходит человек, выбирая жизненный путь профессионального бойца. Поэтому мне кажется, никому из всех людей, кто выбрал какую-то сверхцель, какую-то задачу поставил для себя, которая кажется всем невыполнимой, нужно не обращать внимания на такого рода злопыхателей и двигаться в своем направлении к своим целям, невзирая на неудачи, потому как пока ты жив, ты все еще можешь встать и двигаться вперед. Поэтому желаю всем удачи, всем добра, занимайтесь спортом,